Джон, вы принимали участие в видеосалоне «Максим» и познакомились со многими русскими группами. А как насчет белорусских исполнителей? Знаете кого-то? О, нет, я не знаю много русских групп. Мы играли с некоторыми, и я видел немного клипов, но я их не знаю хорошо. Я не знаю ни одной белорусской группы. Возможно, сегодня познакомлюсь. В августе выходит новый альбом группы «Скелет». Какая будет концепция альбома? Да, альбом Unleashed выйдет очень скоро. 5 августа. Я очень рад. У альбома нет какой-то определенной темы или концепции. Он будет очень энергичным, волнующим. Первая песня Feel Invincible, чувствовать себя непобедимым. Это довольно боевая песня, ну как и большинство песен, я бы сказал. Но также будет и баллада, и поп-элементы, и даже металл. Джон, мужик, у тебя просто потрясная борода. Есть ли какие-то советы, как нарастить такую же? Ну, особых советов у меня нет, кроме как расчесывать ее, так как она довольно большая и оттопыривается во все стороны. Джон, а зачем ты вообще решил отрастить ее? Да я фиг знает, я просто... Ну, я так решил, я дал себе волю, я же мужик. Не знаю, я просто хотел сделать что-то забавное, и я уже отращивал бороду пару лет назад. И это был первый раз в моей жизни, когда люди начали меня стрематься. Я кажусь очень злым дядькой, но на самом деле я не злой, я просто няшка. Можно провести аналогию с канадским лесорубом. Может, у вас есть и клетчатая рубашка? Ага, я тебя понял. Ну да, я всегда хотел выглядеть как дровосек. Или как Росомаха из фильма «Люди Икс». Джон, назови свой личный топ-5 мировых фестивалей. Ох, господи. Опять. Ну, я буду называть в произвольном порядке. Мы отлично затусили на фестивале Новорок. Где он был? В Австрии, да, в Австрии. Да, это очень крутой фестиваль. Греспо в Бельгии также ништяк, да. А в Америке мы играем на Rock and Range. Где же он там? Да, Вагая. И мой любимый фест, на котором мы когда-либо играли, это был итальянский фест вместе с Iron Maiden. Да. Очень круто. С Iron Maiden прям затащили. Это очень ништяк был. Прям вообще годнота. А слушали ли вы Курта Кобейна и группу Нирвана? А, ты имеешь в виду Нирвану? Мне послышалось Кубана. Мы там тоже играли, это тоже неплохой фестиваль. Так, Нирвана, значит, да, конечно. Когда я рос, я слушал. Но я больше слушал металл 80-х, чем 90-х. Например, Металлика, Бон Джови, Мотли Крю. Но я также слушал и Курта, когда учился в колледже. О, а вот это прям музяк по мне. Европейская. Обожаю это. Вы побывали на большом количестве фестивалей и уже второй раз выступаете в Беларуси. Можете сравнить и сказать, чего нам не хватает до европейского уровня? О, да мне и в первый раз понравилось, когда мы приезжали. Я обожаю быть здесь. Я был очень удивлен тем, сколько людей нас здесь знает. Это было потрясающе. Я не думаю, что нужно что-то менять, так как народ нас здесь любит. Карьера группы «Скелет» началась в 1996 году. Сильно ли изменилась музыкальная индустрия и шоу-бизнес? Могли бы вы дать какие-то полезные советы начинающим музыкантам? Да, конечно, музыкальная индустрия сильно изменилась с того времени. Вот две основные причины. Интернет сильно изменил музыку и... Сорян, ребятки, сорян. Значит, продолжим. Интернет сделал так, что люди со всего мира могут услышать группу «Скелет». И это превосходно.
Потому как мы можем поиграть на таком фесте, как Мост, например. Вторая вещь — это компьютерные технологии. Вы можете записывать свои песни прям дома, через компьютер, Pro Tools или еще что-то. Ну а начинающим музыкантам я посоветую изучать компьютер и программы для записи музла. Когда я рос, записать песню было очень дорого. А теперь это стало намного проще, и за этим будущее, я считаю. А людям моего возраста сейчас очень сложно все это освоить. Слишком древний я уже для этого. Джон, может быть, у тебя есть мечта выступить в каком-то необычном месте? Если да, то в каком? Я думаю, было бы очень клево потурить в Китае. Мы никогда там не были. Также я бы хотел потурить в Южной Африке. Это было бы очень круто. Мы там тоже раньше не были. Говорят, что белорусские девушки очень красивые. Считаете ли вы, что они красивее американок? Все девчульки прекрасны. И все девчульки приятно пахнут. Да, чуваки плохо пахнут. Воняют. И я считаю, что русские девушки самые красивые в мире. Да. Ой, а Беларусь и Россия — это разве не одно и то же, а? Похоже, да? Ну, почти одно и то же. Ну тогда норм. Все, не запорол. А сейчас пошла мода снимать клипы просто в студии без сюжета. Например, ваше последнее видео Feel Invincible. Вот смотрится, конечно, круто, но будет ли сюжет в следующих клипах-то? Ну, это смотря чего мы сами хотим. Иногда мы делаем видео с историей, иногда нет. Ну, по чесноку мне, в принципе, глубоко ровно. Главное, чтобы оно круто смотрелось. Ну, а чё, как дальше пойдет, я не знаю. Поживем, увидим. Джон, вы вышли из христианской сцены и сейчас турите с различными рокерами. Есть ли разница между верующими и неверующими музыкантами? Самое большое отличие, на мой взгляд, это то, что на христианских концертах обычно нет бухла, секса, наркоты и прочей сатанинской дребеденюшки. А рок-концерт — это секс, дракс и рок-н-ролл. А поведение между участниками группы отличается или нет? Ну послушай, ну вот некоторые из моих лучших друзей, они из рок-групп, не христианских. А отношения между музыкантами, они обычно одинаковые, как в одних группах, так и в других.